И обратите внимание, раскладывать я буду на лицевой стороне. Я буду раскладывать в развернутом виде даже спинку, несмотря на то, что она у меня будет со сгибом, потому что я хочу, чтобы у меня совпадали клеточки, чтобы у меня не было сдвига никакого. То есть, допустим, если выбрала я черную клеточку, вот эту, да, по центру спины, чтобы она у меня там и оставалась. Если выбрала желтую, чтобы она у меня там и оставалась. Именно в центре, чтобы никакого сдвига не было. Поэтому я стараюсь делать так. Мне припуски не нужны. Прорисую, наверное, контур мелочком. Буду разворачивать и второй контур тоже буду прорисовывать. Значит, на подгибку я обязательно оставляю себе на подгибку, ну, сантиметра 3, 4, 5. Можно приколоть, можно утяжелители установить. Я не буду прорисовывать низ, я вот так сразу делаю, значит, пометку, что это у меня центр спины. Вот так. Так. И вот сейчас по контуру. Хотя, если вы сомневаетесь, допустим, что ткань эластичная, там, и вдруг вам будет не хватать свободы, вдруг будет в обтяжку, а вы не хотите в обтяжку, то тогда можете прибавить по сантиметру с каждой стороны. То есть 1,5 сантиметра мы убрали, получается у меня нулевая, да, прибавка сейчас. Так, что касается проймы, к пройме я прибавку делаю примерно до 1 сантиметра. К линии плеча я прибавку делаю. Почему? Потому что у меня по длине ткань не тянется, только по ширине, тоже до 1 сантиметра. Ну и к горловине я тоже прибавку делаю. Так, теперь я убираю свои утяжелители, подтягиваю тканьку, раскладываю его хорошенечко ее, чтобы у меня прям вот все было ровненько, да, чтобы все эти клеточки, и вот так переворачиваю к центральной своей линии. Убираю спинку и вырезаю. Дальше можно вывернуть, то есть перевернуть на лицевую сторону выкройку и уже прорисовать выточки. Выточки можно было сделать не такие прилегающие, да, но я все-таки хотела бы подчеркнуть свою талию, потому что если бы у меня были бедра большие, ну, больше, по крайней мере, чем сейчас, и с такой талией, то можно было, в принципе, этого не делать. Можно было талию сделать более свободной. Но так как у меня нет бедер, мне хочется подчеркнуть именно линию талии. Поэтому я сейчас вот так переворачиваю. Можно уже сложить пополам, вот так, со сгибом, проверить все свои точечки, линии, клеточки. Все у меня тут соответствует. Все, и можно приложить выкройку и обрисовать выточки. Так, значит, прорисовываю линию талии, чтобы мне было удобнее. Угу. Теперь соединяю выточки с верхней вершиной. Главное, вершинки не потерять. Точечки, меточки. И с нижней вершинкой. Когда мы шьем клетку или полоску, конечно, выточки лучше сметывать, да, сметывать и смотреть, чтобы они тоже у нас совпадали. Во-первых, у меня две выточки будут с одной стороны, две выточки с другой стороны, и хочется, чтобы они были симметричны, то есть, как бы, да, левая и правая сторона. Поэтому тут тоже нужно будет очень внимательно
это делать. В общем, я сейчас проколю булавочками и посмотрю, попала ли я в точку, скажем так. Прокалываю булавочки пока вершины. Вершины. Дальше границы выточки в раствор. Переворачиваю и переношу метки на ту сторону. Так. Вот она, иголочка. Вот она, иголочка. И по иголочкам вершинки отмечаю. Так, теперь прорисовала выточки, убираю булавки. И теперь, наверное, эту, можно сказать, грязную работу, нудную, я буду делать уже за кадром. Сейчас расскажу, что я буду делать. Для начала я соединю булавочками, скалю, и уже буду сравнивать. Если что-то где-то съехало, я уже буду подгонять. Но это я буду делать уже за кадром. Поэтому встретимся, когда у меня будут уже идеальные выточки.